Бонжурно, это Иван Жданов. И Руслан Шевединов. А вот мы в УВД Марина де Каррера. Мы только что вышли из этого полицейского участка города Каррера, и где мы провели 7 часов. Мы приехали воочию насмотреться на яхту Владимира Путина, на Шахерезаду, которую за 700 миллионов долларов у россиян он украл, построил, она сюда прибыла, и мы приехали посмотреть ее и снять для вас. В отделении итальянской полиции мы загремели не просто так. Мы приехали в порт, где находится путинская яхта, чтобы сделать это видео и чтобы максимально близко показать вам ее великолепную Шахерезаду. И к нашему счастью, 1001 ночь в отделении полиции проводить нам не понадобилось. Давайте напомним контекст. 2 месяца назад наша команда опубликовала расследование о секретной яхте Путина. Сегодня мы с вами будем отнимать у Путина 700 миллионов долларов. 140-метровая яхта, названная, судя по всему, в честь его любовницы Алины Кабаевой, стоит 700 миллионов долларов. Но доказать, кто настоящий собственник, никто не мог. Ну а мы смогли. Нам удалось добыть вот такой замечательный документ. Это список всего экипажа загадочной Шахерезады. Мы его изучили и очень удивились, когда поняли, что на итальянской лодке, по идее, вообще никак не связанной с Россией, работают десятки кадровых сотрудников ФСО. То есть тех людей, которые отвечают за жизнеобеспечение Путина. Кроме нас, эту историю активно освещал «Нью-Йорк Таймс», спасибо им, итальянские журналисты и многие другие СМИ. Почти 2 месяца мы требовали ареста путинской яхты. Мы писали заявление в полицию, мы трубили о яхте везде, где могли. Но мало того, что яхту не арестовывали, так на прошлой неделе ее вообще спустили на воду и начали заправлять. Она была готова уплыть со дня на день. Но в последний момент, 6 мая, поздно в пятницу, яхту все-таки арестовали. Ну а мы в честь такого праздника решили своими глазами посмотреть, что же за Шахерезада такая и как выглядит 50 миллиардов рублей. Не каждый день все-таки отнимаем у Путина такие суммы. Так что смотрите эксклюзив. Никто, кроме ФБК, так близко не подходил к Шахерезаде. Давайте посмотрим на нее свысока. Перед нами верхняя палуба. Там, например, находится гигантская гостиная с механическим, играющим без человека роялем и бильярдная комната, в которой сам стол оборудован механизмом, позволяющим ему не наклоняться при качке. И, конечно, огромная вертолетная площадка диаметром 15 метров, способная принимать почти 7-тонные вертолеты. Тут же, кстати, есть площадка, которая может спустить вертолет в закрытый ангар в глубине яхты. И выше палуба владельца, то есть Путина. Одна часть занята его спальней, отдельным приватным спа-залом, ванной с джакузи, гардеробной и рабочим кабинетом. А другая часть этой палубы – это зона спутницы владельца. Она состоит из огромной спальни, ванной, джакузи и гардеробной. Над ней капитанская рубка. Ну а на самом верху так называемая солнечная палуба. Это самый маленький этаж. Видим роскошнейший, покрытый плиткой и позолотой джакузи. Вот как он выглядит в обычное время, когда наполнен водой и окружен диванами с многочисленными подушками. Мы также знаем из публикаций журналистов, что помимо этого внутри яхты есть много роскошных предметов. Например, в ванной комнате золотые держатели для рулонов туалетной бумаги. Зал любимого вида спорта Путина – дзюдо. Его украшают фотографии черных поясов. На Шахерезаде есть плиточный танцпол, который превращается в бассейн. Есть золотое ведерко для шампанского, золотая люстра и многое другое. Это лишний раз напоминает: Путин – человек, помешанный на роскоши. Еще очень интересно, что же изменилось вокруг яхты с момента ее ареста. На первый взгляд – ничего. Такие же контейнеры, какие-то конструкции и прочие признаки портовой жизни. Но это не так. Посмотрите на вот эту кабинку. Это будка охраны, которая тщательно наблюдает за тем, кто входит и выходит на яхту через единственный вход. То есть, например, дорогие картины с яхты Путину не спасти. Они также арестованы, и вынести их не получится. А вот еще рядом появилась машина. Это машина итальянской финансовой гвардии. Она теперь дежурит рядом с яхтой круглосуточно. Наше присутствие вблизи яхты очень не понравилось вооруженной охране, которая сторожит яхту Путина, даже после ареста. То есть буквально стоит фургончик, в котором живет вооруженная охрана. Поблизости стоит автомобиль финансовой гвардии Италии. Ну что, как вы себе представляли 50 миллиардов рублей? Я-то думал, что 50 ярдов – это годовой бюджет Псковской области, или строительство школ, или новой станции метро. Но нет, для Путина выбора между строительством школ и покупкой яхты не существует. Какая Псковская область? Кому он нужен? То ли дело Шахерезада.
Сколько раз вы слышали, зачем менять власть? Эти-то чиновники хотя бы наворовались, придут новые, будут воровать больше. Не будут. И не наворовались. Владимир Путин у власти 22 года. У него есть все, ну, буквально все. Дворцы, винодельни, безумные резиденции, самолеты и другие яхты. У его семьи есть тысячи квадратных метров элитной недвижимости, замки во Франции, акции «Газпрома» на его племяннике Михаиле Шеломове. Но тем не менее, совсем недавно, в 2020 году, Путин говорит: «Нет, мне мало», и получает еще одну суперяхту стоимостью в 700 миллионов. К Шахерезаде мы приехали не с пустыми руками. Мы захватили с собой 2 плаката с очень важными сейчас требованиями. «Остановите войну» и «Свободу Алексею Навальному». Это самые главные требования, адресованные к владельцу этой яхты, к Владимиру Путину. И пускай за наш визит и съемку яхты нам пришлось иметь дело с полицией. Вот это нас уж точно не остановит. Мы продолжим свою работу, потому что мы против войны, против коррупции, за свободу Алексея Навального и за свободу России. Подписывайтесь на популярную политику. Поддерживайте работу ФБК. Нет войне. Свободу Алексею Навальному.